Всем привет, с вами Дэн и Adis Dive, бренд, который многие любят у нас в чатике, и это бренд с AliExpress. Всегда классное качество и соотношение цена-качество. И здесь очень интересная новиночка, давайте ее сейчас посмотрим. Так, по комплектации кейс, водонепроницаемый, гарантийная карточка, тут такой вот небольшой мануальчик. И инструмент для укорачивания браслета. Ну что ж, давайте часы сейчас распакуем, а потом уже продолжим. Итак, Adis Dive AD2551. Вот такая вот зеленая версия. Их несколько, они разные. Я оставлю ссылку на их магазин на AliExpress. И на момент записи ролика 5-6 тысяч рублей на AliExpress они стоят, в зависимости от купона, скидок и так далее. Значит, здесь у нас 100 метров водозащиты, 316 L по корпусу и по браслету сталь, 37 миллиметров диаметр корпуса, сейчас померяем все остальное. Супер Luminova C3 заявлено, Miyota OS20 кварцевый здесь хронограф, задняя крышка с логотипом бренда. Алюминиевый безель, здесь зеленый такой градиент от практически белого до уже такого насыщенного зеленого. И плюс такая вот алюминиевая вставочка у нас на безель зеленая. Минеральное стекло К1. Ну что ж, за эту цену как будто бы прям весьма и весьма интересное предложение. Особенно с таким вот современным симпатичным дизайном. Ну давайте смотреть. Значит, по диаметру здесь, да, 36,8, даже чуть меньше, чем 37. Стекло чуть возвышается, миллиметра на 2, и 12,9 у нас получается по высоте. Браслет 20-очка. И от ушка до ушка, кстати, ушки просверлены, так что, в принципе, здесь можно ремешочек такого винтажного плана поставить. 45 миллиметров от ушка до ушка. Ну что ж, размеры небольшие. Мое запястье 18,5, да, часы небольшие. Аккуратный, много цветов и оттенков здесь. Зеленый, основной, базовый. Есть оранжевый, центральная стрелка хронографа, разметка на субциферблате хронографа. Давайте запустим, кстати. Поехали. И желтый, также цвет и плюс молочный еще. То есть, ну, симпатично. Для хронографа здесь весьма и весьма все приятно. Здесь такой вот логотип, такой белый. Да, у нас в верхней части. И в принципе все, больше ничего не отвлекает. Ну, центральная секундная стрелка хронографа. Секунды отмеряет, минуты здесь отмеряются. У нас индикация 24 часа. И минуты, часы и секунды. Здесь основная секунда малая на манеже у отметки 6 часов. Аккуратный, симпатичный такой хронограф. Я бы, кстати, наверное, видел его больше на каком-нибудь интересном ремешочке, например, на том же зелененьком, а может быть даже на оранжевом, сейчас лето, почему бы нет. Но в базе он идет на Oyster браслете, и Oyster браслет здесь такой, соответствует цене, все-таки 5-6 тысяч рублей, понятное дело, здесь достаточно простой и не самый лучший браслет, но свою цену он отрабатывает на 100%, здесь приятная полировка, здесь неплохие такие звенья, да, в качестве по обработке, по отделке, здесь да неплохо все хорошо. Есть возможность поднастроить под себя, да, много у нас отверстий, поэтому застежка на фиксации, на двух кнопочках. Слушайте, неплохо. Нет системы быстрой замены, но в принципе в этом ценовом сегменте мы такое и не ожидаем. И в целом я бы сказал, что круто. Часы за свою цену сделаны очень и очень приятно. Давайте посмотрим, что у нас по весу на полном браслете. И дальше посмотрим уже макро. Так, 118 грамм, так это немного, это на каждый день подойдет. И про запас, вот мое запястье 18,5, здесь сантиметров 6, то есть на самую даже крупную руку эти часы сядут, но в принципе с учетом того, что все-таки 37 миллиметров по диаметру, это для небольшого и для среднего запястья все-таки модель. Ну и что касается, посмотрите, да, здесь и есть такой вот зернистый, я бы сказал, градиент на циферблате, логотип, прописью, метки, Old Radium Luminova здесь.
Симпатично. Цвета и сочетание цветов интересно, мне прям нравится. Логотип, наверное, я бы, может быть, чуть больше там как-то выделил. Но кому нравится, чтобы было меньше акцента на логотипе, наоборот, понравится такая, да, стилистика. Ну, классно. Вот оранжевый такой, бледно-оранжевый, немножко такой винтаж, желтый такой, опять же, винтажный, синий такой, неяркий, без акцентов оттенок цвета. Мне нравится, прикольно. Аккуратные ушки. Зеркальная полировочка, сатинирование, ойстер браслет. Слушайте, за эту цену очень и очень приятно все сделано. И посмотрите, такие приятные искажения. У нас здесь купольное стекло возвышается над корпусом, немножко добавляет такую ноточку, толику винтажности. Ну и в целом яркие, я бы сказал, летние часы, которые, на мой взгляд, опять же, повторюсь, больше смотрятся, наверное, на каком-нибудь интересном ремешке, но в базе браслет, конечно же, берите, потому что браслет всегда как база очень даже неплохо подходит. Ну что ж, по итогам скажу, что мне нравится модель, как она сделана. Здесь приятные характеристики, отличная цена, все сделано на очень даже хорошем уровне. И хорошие сочетания по цветовой палитре на циферблате. Ну что ж, давайте сбросим. Так, стоп. Сбросим хронограф в 0. И вот такая вот интересная, симпатичная моделька от Adizdive. Напишите, как вам эти часы и что, может быть, еще посмотреть от этого бренда на канале. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.